Признаем честно, Путин сумел нас удивить. Многого мы ожидали, но снятие Сергея Шойгу и замена его на вице-премьера экономического блока Андрея Белоусова – это на самом деле нетривиальная загогулина. Начинать разговор нужно не с Белоусова, а с Шойгу. Потому что сейчас будет много рассуждений в том духе, что никакая это не отставка, а повышение, что на самом деле Путин так Шойгу наградил и приблизил к себе. Посадить на священное кресло Патрушева – это же ого-го! Тут не будет никаких гипотез и никаких «если». Все эти разговоры – полный вздор и бессмыслица. Вес любого бюрократа в системе определяется тремя вещами. Кадровыми полномочиями, возможностью назначать и снимать других значимых людей, создавать и ликвидировать важные должности, финансовыми полномочиями, возможностью влиять на распределение бюджетов и решать, кому сколько достанется, и, наконец, полномочиями нормотворческими, возможностью выпускать бумажки, обязательные к исполнению. У министра обороны все эти функции выведены на ультранастройки. Минобороны – самое богатое ведомство. Ведомство, которое распоряжается секретными, никому не подотчетными бюджетами. А каждый секретный рубль, который не посчитаешь и не проверишь, он подороже доллара будет. Даже в мирное время, даже в странах с нулевой терпимостью к коррупции, типа Финляндии, никто в жизни не сумеет учесть, сколько закупленных патронов отстреляно на учениях, сколько картошки и мяса таки дошло до солдатских тарелок и проводились ли регламентные обслуживания танка в реальности или только на бумаге они были. Даже в мирное время армия в России жила по принципу «тащи со службы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». Прапоры срывали плитку со стен санузлов, у солдат форма рассыпалась в лоскуты, паштет в пайках был просрочен на 5 лет. Сложно даже предположить, какая вакханалия безумного обогащения творится в армии сейчас, когда полным ходом идут активные боевые действия одновременно с жилищным строительством едва ли не поверх окопов. Когда военное производство раздуто до небывалых объемов и на фронте тут же сгорает все произведенное, от БМП до зенитного комплекса, в таких условиях оценивать реальные масштабы грабежа российского бюджета будут уже историки 22 века. Кресло министра обороны стоит на горе этих денег. Прямо сейчас это кресло – самый дорогостоящий актив в России. Одна подпись Шойгу или его зама могла стоить больше, чем металлургический комбинат или газовое месторождение. Потому что у Шойгу в руках был вентиль не от нефтяной трубы, а непосредственно от деньгопровода. Один его кивок и 20 поколений семьи, получившего одобрение, смогут уже никогда не работать. То же касается полномочий кадровых. Вооруженные силы России – это без малого 1,5 миллиона человек. Десятки тысяч руководящих должностей на всех этажах. Возможность почти безгранично наделять людей ресурсами всех видов и спокойно их отбирать. Про нормотворческие полномочия и говорить нечего. Нормативные акты Минобороны напрямую влияют на жизнь каждого гражданина Российской Федерации от 18 до 60 лет, а также на членов его семьи. Короче говоря, должность министра обороны – это всегда гигантская власть и деньги. А в военное время власть и деньги таких масштабов, какие с трудом можно себе представить. А что такое должность секретаря Совбеза? Ну, окей, западные аналитики будут взахлеб годами писать, насколько ты близок к Путину и как влияешь на его решение. Но дальше-то что? Кем руководит секретарь Совбеза? 25 помощников, 40 секретарей, помощники секретарей и секретари помощников, с этим понятно. Кабинет большой, красивый, кортеж с мигалками, тоже понятно. Но кто те люди, кому ты говоришь, идите на север, и они по должности обязаны идти на север? Ну разве что вот эти самые секретари и помощники, вся работа которых сводится к обеспечению твоего личного комфорта. Водителю можешь приказать с цветами для любовницы сгонять. На этом, в общем-то, и все. Кого ты можешь назначить или уволить? Не нашептать Путину на ушко, дескать, было бы целесообразно, а прям выпустить бумажку, снять Петрова, назначить Сидорова. И чтобы бумажка эта имела прямое действие, чтобы Петров кабинет сию минуту освободил, а Сидоров тут же туда за сию минуту заселился. А никого ты так теперь назначить и уволить не можешь. Разве что девочку-референта, которая продолбалась с расписанием, но не более того. Начальник – это по определению тот, кто может уволить. Ты начальник только над теми, кого можешь уволить своим приказом. Из чего следует простой вывод. Секретарь Совбеза – начальник только своему аппарату. Бюджеты? Ну, есть, конечно, бюджет у Совбеза, и есть даже отдельный бюджет на функционирование его секретаря.
С нашей точки зрения, это огромные деньги. Десятки миллионов рублей в месяц. Видимо, наверное, из них даже можно что-то украсть. Сменить поставщика скрепок для канцелярии, установить в аппарате монополию на чистящие средства для туалетов. Но сутки назад ты мог одним росчерком пера миллиард другой долларов туда-сюда перекидывать. А сейчас что? Будешь бензин для служебного гаража на 5 рублей за литр дороже закупать? Нормотворчество, может быть? Какое? Опять же, можно повесить новое расписание уборки санузлов. Заставить свою номенклатурную прислугу являться на работу не к 9, а к 7 утра. Переодеть всех секретарш в кители и пусть маршируют. Но Совбез, каким бы флером тайны ни был бы он овеян, это не законодательный, не регуляторный, не надзорный орган, а всего лишь совещательный орган. Движение челюсти на его заседаниях не имеет прямых последствий примерно ни для кого. Кто-то может возразить, дескать, это ж именно Совбез акцептировал решение Путина напасть на Украину. Но делал это не Совбез, а отдельные фигуры. Министр внутренних дел, генеральный прокурор, директор ФСБ, глава Росгвардии и так далее. Положение в системе тех, кто на трясущихся ногах выходил к трибуне, кресло Совбеза не характеризует. Ведь у каждого из них есть свое большое кресло в собственном здании, с собственным бюджетом, полномочиями и ресурсами. Стороннего наблюдателя может сбить с толку фигура Патрушева, который усилиями западных журналистов превращен в Люцифера и серого кардинала, и прям кукловода, у которого Путин разве что в приемной послушно не сидит. Но, во-первых, мы не знаем, до какой степени выкладки про влияние Патрушева являются правдой. А во-вторых, если влияние таковое действительно есть, то основывается оно на личных отношениях с Путиным, на ментальной с ним близости, но никак не на должности в Совбезе. Вернемся к Шойгу. Да, с ним не поступили, как в свое время с Медведевым, не сломали шпагу над головой и не протащили сквозь строй. Не назначили на несуществующую должность, указ о создании которой вышел спустя неделю после назначения. Номенклатурную казнь над Шойгу не совершили. Но то, что с ним сделали, это даже не падение, это обнуление. Если идея была в том, чтобы просто отодвинуть Шойгу от реальной власти, позволив сохранить лицо, можно было бы перевести его из министров в вице-премьеры по вопросам национальной безопасности и обороны. Это очень советская логика. Когда человека нужно снять, не обидев, его отправляют как бы на повышение. Из первых секретарей обкома богатой области в захолустное союзное министерство, вроде бы вверх, но на самом деле нет. Те, кто разбирается, все понимают, но внешние приличия соблюдены. Не отставка, а признание заслуг. Сиди без полномочий, но с регалиями, с настоящей должностью, в настоящем органе власти. С Шойгу же все сделали не так. Его отправили в небытие. Да, найдутся сейчас охотники написать, что Совбез — это ближний круг Путина, что Путин так Шойгу к себе приближает. Но проблема в том, что Шойгу и без того входил в Совбез. Просто по должности. Сейчас же его просто пересадили с кресла на кресло, взамен отобрав абсолютно все. Сделаем предположение. Эпоха Шойгу и его обширного двора в путинской системе закончена. Он не бухает, как Медведев, вряд ли заделается блогером, а значит, больше мы о нем не услышим. Теперь перейдем к Белоусову. Его фигура может показаться очень странным выбором. Наверное, более диким выбором на эту должность могут казаться только Алексей Кудрин или Герман Греф. Шойгу, конечно, тоже в армии ни дня не служил, но хотя бы создал и 20 лет возглавлял де-факто военизированную организацию МЧС. Белоусов же потомственный экономист. Взгляды его максимально далеки от либеральных. Он такой этатист, государственник такой. Но он один из тех, кого принято выделять в системные либералы. Титул, который дается у нас каждому, кто не предлагает Европу покрыть ядерным пеплом, а оппозицию перевешать на фонарях. За всю жизнь Андрей Белоусов даже рядом не стоял с человеком в погонах. Китель на нем, как на корове седло. Кого только Z-каналы, презирающие Шойгу, не воображали на месте министра обороны, но о такой кандидатуре не могли и подумать. Казалось бы, решение совершенно неразумное. Во главе военного министерства в разгар войны поставили тихого советского интеллигента, который армию будет бесить в 10 раз больше, чем предшественник. Но на самом деле все логично. Путин, как любой автократ, армию боится и правильно делает. Еще со времен Сталина советская власть прекрасно понимала, нет такого внешнего врага, который был бы опаснее собственной армии. Против популярного, харизматичного генерала, у которого так перемкнуло в башке, что он привел дивизию в Москву, нет приема. Армия должна быть инструментом власти, но ни в коем случае не актором.
В противном случае, рано или поздно, она станет главным игроком и передушит тонкошеих вождей. Обратите внимание на всю российскую верхушку. Министры, губернаторы, главы госкомпаний, олигархи. И ни одного выходца из армии среди них. Армейская вертикаль существует отдельно от государственной. Погоны полковника ФСБ конвертируются в губернаторское кресло, министерскую должность. Из кармана каждого второго российского миллиардера торчит уголок удостоверения службы внешней разведки. Но если ты армейский генерал, то можешь стать максимум алкодепутатом Гурулевым, чья роль своим похмельным выхлопом поддерживать тонус среди гостей на шоу Соловьева. Белоусов станет 4-м министром обороны, которого назначил Путин. Путинские министры обороны были людьми разной истории и карьерного пути. Объединяло их одно – для армии они все были удивительно чужды. Иванов и Сердюков принимали парады в пиджаках. Шойгу светил иконостасом наград как ветеран Курской битвы, но это ничего не меняло. Все понимали, этот инженер-строитель не отличит подворотничок от штык-ножа. С точки зрения Путина это очень верно. Во главе ведомства, имеющего все ресурсы для мятежа и перехвата власти, должен стоять персонаж, вокруг которого даже теоретически не может сложиться заговор. Персонаж, которого не то что генерал, любой ефрейтор скорее заставит толчок драить, чем пойдет с ним на штурм Кремля. Белоусов на эту роль подходит как родной. У Z-каналов от такой загогулины просто отвисла челюсть. Они-то, болезные, ждали генерала с бульдожей хваткой, который поведет их на Берлин, в худшем случае ФСОшника Дюмина, а им фанерного маршала заменили на бухгалтера. В силу скудоумия до душегубов и людоедов не доходит простой факт. Задача Путина не Берлин и даже не Киев брать, а власть удерживать. Он уже видел, как выглядит популярный военный лидер, осознавший свою силу. У лидера этого по самой верхней планке подсчетов пехоты было чуть меньше дивизии, плюс танковый батальон неполного состава. И Пригожин этими силами без 3 часов взял власть. Министром обороны мог стать лишь человек, отвечающий главному и единственному критерию. Армия должна встретить его в штыки. Путину, может, и хочется каких-то побед, но больше он хочет другого. Чтобы его система продолжала войну. Неважно как, но продолжала. А он оставался у власти. Выполнение этой задачи требует отстрела популярных военных лидеров на дальних подступах. Мы не будем делать вид, что вчерашний кульбит Путина не стал для нас сюрпризом. Еще как стал. Но сюрпризом стала именно отставка Шойгу. Причем отставка столь бескомпромиссная, в никуда. Теперь же, когда это случилось, именно фигура типа Белоусова на должности министра обороны выглядит наиболее органично. Мы не знаем, какой логикой руководствовался Путин, снимая Шойгу. Но в назначении Белоусова логика совершенно объяснимая. Лояльный, управляемый, совершенно чуждый армии. Лучшего резюме на это место не придумать. Замена Шойгу не единственная перемена в новом правительстве. Но об остальных мы поговорим в ближайших роликах. До завтра.